Я хочу, чтобы ты рассмотрел этот револьвер. Он сделан вручную, на заказ. Отлично сбалансирован. Гашетка реагирует на малейшее касание. Я хорошо знаком с такими штуками. Возможно, мы могли бы это обсудить? Я редко достаю унит для стрельбы. Довольно демонстрацией. Остановить программу. Ну как, сэр? Достаточно убедительно? Даже слишком? Я никогда раньше не видел столь реалистичных голограмм. Клянусь, я практически чувствовал запах ружейной смазки. Да, но это пока еще слишком сырое, хотя однажды мы тут все отладим. Мостик капитану Кирку. Кирк слушает. Мы приближаемся к первой из отключившихся энергостанций, капитан. Я сейчас буду. Что ж, игры кончились. Возвращаемся к работе. Докладывайте, Спок. Сообщение от Звездного флота было точно. Все 3 энергостанции этой системы полностью истощены. Есть идеи почему? Похоже, Клингон опять ворует топливные ячейки. Нет никаких доказательств в пользу этой теории, мистер Скотт. Но это потому, что это не теория, это шутка. Энергостанции были размещены в этой системе, чтобы обеспечивать энергией топливом проходящие корабли Федерации. И что же могло вызвать аварию такого масштаба? Неизвестно. Если это была кража, было бы намного легче похитить сами станции, вместо того, чтобы опустошать их одну за другой. Капитан, фиксирую небольшую утечку энергии из двигателя. Скотти? Проверяю. Верно. Несущественная, но заметная. Есть опасность? Пока нет, сэр, но мне это не нравится. Я даже не понимаю, что ее вызывает. Ладно. Спок. Просканируйте станцию. Ищите любые причины потери энергии. Капитан, я фиксирую нечто на расстоянии 320 тысяч километров справа по борту. Выйдите на экран. Что за черт? Пок? Неизвестно. Сулу, подведите нас поближе. Скотти, поднять щиты. Щиты не отвечают, утечка энергии усиливается. Источник утечки — это аномалия впереди нас. Мы можем что-нибудь сделать? Неизвестно. Корабельные системы, включая жизнеобеспечение, 54% отказывают. Что это? Машина? Организм? Неизвестно. Это уже неприлично много неизвестных, мистер Спок. Мне нужны ответы. Красная тревога. Сулу, обеспечить дистанцию между нами. Отходим. Двигатель не отвечает, капитан? Я не понимаю. Импульсные варп-двигатели отключились? Ухура, что-нибудь? Ничего, сэр? Я пытаюсь передавать приветствие на всех известных частотах. Наша энергия упала до 29% и быстро снижается. Без драки не сдадимся. Фазеры к бою. У нас не хватит энергии для фазеров, а остальное идет на жизнеобеспечение. Тогда протоны и торпеды. Ну, может, мы сумеем сделать один выстрел, но я и не ручаюсь. Навести протонную торпеду точно в центр. Торпеда наведена. Огонь! 20 секунд до столкновения. Энергия упала до 14%. Капитан, я фиксирую 2 жизненные формы в центре аномалии. Жизненные формы? Джим, показания очень слабые, но вполне определенные. Джим, ты ведь ничего не знаешь о них, и может быть нужна наша помощь. Скотти, транспортеры. Невозможно, сэр, энергия упала до 9%. Столкновение через 5 секунд. Джим, у нас нет выбора. Но ты ведь не знаешь, что столкновение. Докладывайте. Уровень энергии 12%. 19%. Стабильно растет. Все палубы отчитали, жертв нет. Наша торпеда отколола небольшой фрагмент от аномалии. Остальное не повреждено, но больше не представляет угрозы. Я больше не фиксирую жизненных форм. Отмените тревогу. Мне жаль, Боунс. Но мы ничем не могли помочь. Я знаю, Джим. Просто так тяжело смотреть, как кто-то гибнет, даже если ты сам в опасности. 24%, 31%, все еще растет. Капитан, я фиксирую всплеск энергии. Он сфокусирован на Энтерпрайзе. Можете сказать точнее? Мостик.
Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследования неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джина Роденберри «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хаберкон в роли мистера Спока, Ларри Немечек в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Странник Вечности. Сценарий Стива Фрата и Джека Тревино. Журнал Капитан. Звездная дата 6147.3. Прошло почти 2 года с тех пор, как пришелец, известный в земной истории как Аполлон, попытался поработить нас на Полюксе-4. И вот сильно постаревший Аполлон появился снова, только на этот раз на борту Энтерпрайза. Охрану на мостик. 2. Аполлон? Тысячи лет. В один день. Отдохни, любимая. Мы держались ради тебя. Ты держался. Я лишь рада, что последним, что я увижу, будет твое лицо. Нет. Вместе нам ничего не страшно. Ты не можешь уйти. Я запрещаю. Живи ради нас. Спокойный сон ночам твоим. Мир сердцу. Побудь я сном и миром, чтобы тут найти подобный сладостный приют. Ступай спокойно, возлюбленная Афина. Куда она делась? Я не знаю. В никуда. Не знаю, что я могу для него сделать, но давайте поместим его в лазарет. Сэр, вы же не собираетесь? Энергия стабилизировалась, сэр. Мощность щитов растет, но... Ну, кусочки этой штуки были повсюду, сэр. Они прилипли к ошибке корабля. Капитан, если этот мусор забьет впускные коллекторы... Я закрыл их, но теперь мы застряли, пока не очистим все. Согласно показаниям, материал, затвердев, станет безопасен. Тем не менее, внутри осколков присутствует неизвестное едкое вещество. Достаточно едкое, чтобы прошечь обживку? Вероятно. Предложение, джентльмены? Поймали палку в колеса. Мы могли бы выйти наружу с ручными фазерами, ну и срезать все налипшее с поверхности корабля. Интересное предложение, мистер Солу. Настроив фазеры на нужную частоту резонанса, мы можем легко отделить осколки от корпуса, не повредив его. Точно, как наждачкой. Но тут нужна аккуратность, не должно быть никакой тряски. Я думаю, Чехов с этим справится. Что ж, мистер Солу, готовы прогуляться снаружи? Всегда. Хорошо. Вы, инженер Симон, и возьмете скафандр и займетесь этим, а мистер Скотт будет следить за вами отсюда. Похоже... Вас что-то беспокоит, мистер Спок? Да, капитан.
Я думаю, Соло знает, что он делает. Меня беспокоит не Соло, а Аполлон. Да. Мне не нравится, что он у нас, но я чувствую себя в ответе за то, что он здесь. Любопытно, как быстро он состарился за 2 года. Компьютер, проанализируй возраст субъекта на экране. Работаю. Биологический возраст субъекта на экране, основываясь на установленных нормах, находится между 38 и 41 земными годами. А теперь проанализируй возраст субъекта в лазарете. Работаю. Биологический возраст субъекта из лазарета, основываясь на установленных нормах, находится между 77 и 82 земными годами. Я затрудняюсь это объяснить, капитан. Тогда почему бы нам не нанести нашему гостю маленький визит и не получить пару ответов? Скотти, мостик ваш? Капитан, я доктор Элис Маккенна. Меня недавно начали... Сейчас неподходящее время, доктор. Как он был? Чертовски необычно, Джим. Его показатели стабильны. Пока. Но я не могу сказать, насколько это, особенно учитывая его состояние. Состояние? Он умирает. Как и любой смертный. Поразительно. О, и тот орган, что я обнаружил на полюксе 4. Он все еще здесь, но едва фиксируется. Потребовалось повторное биосканирование, чтобы найти его. Капитан Кирк. Значит, вы помните меня? Да. Вы проявили неожиданную доброту, учитывая нашу последнюю встречу. За это я признателен. Не за что. Зачем вы напали на мой корабль? Я вовсе не нападал. Когда мы почувствовали приближение вашего оружия, Афина пожертвовала остатками своих сил, чтобы мы оба могли сбежать из чертогов. Чертогов? Наша раса задумала их эры назад как место для вечного отдыха. Чертоги должны были обеспечивать нас силой, чтобы мы могли жить вечно. Очевидно, они функционировали не так, как задумывалось. Да. Гера, Посейдон и моя любимая Артемида. Они прибыли первыми. Чертоги вытягивали их жизненные силы до тех пор, пока они не стали слишком слабы для бегства. Дисфункция привела к вытягиванию энергии из любого находящегося рядом источника. Неважно, органического или искусственного, энергостанции. И ваше быстрое старение. Даже Бог, без поклонения, быстро увядает. Из-за того, что я ждал вас, дети мои, я прибыл последним. И я был совсем не готов к тому, что я там обнаружил. Они умирали. Да. И так наше святилище стало нашей тюрьмой. Один за другим мои братья и сестры погружались в небытие. И я был не в силах спасти их. Я сочувствую вам, Аполлон. Но ничего не изменилось. Мы не можем дать вам то поклонение, которое вы хотите. Многое изменилось. Оно мне больше не нужно. Времена, когда никто не смел произносить моего имени, теперь вышли мне боком. Это удивляет вас? Или радует? Знать, что я боюсь уйти в небытие? Нет, это не радует нас. Но ваше присутствие на корабле — огромный риск. Тогда выслушайте мою просьбу. Я прошу вас отвезти меня в мир, населенный смертными, чтобы я мог ощутить тепло солнца, вечернюю прохладу на лице, чтобы вы притворялись Богом для другой ничего не подозревающей расы? Нет, я клянусь Олимпом, моими священными храмами, что я хочу лишь провести оставшиеся дни среди них, как один из них. Я боюсь, это слишком большой риск, и я не готов на него пойти. Веками быть Богом лишь для беспомощной смерти в одиночестве. После всего, что я причинил вам, наверное, вы считаете, что я этого заслуживаю. Джим, думаю, ему надо отдохнуть.
Проверим, как дела у Сулу. Соберите офицеров в зале для совещаний. Да, сэр. Бонс. Убедитесь, что Аполлон такой же, каким кажется. И какой же? Бессильный. Капитан? Капитан? Да, доктор Маккена, добро пожаловать на борт. Спасибо, сэр, я так взволнован этим назначением, разумеется. Но сейчас мне надо, чтобы вы помогли доктору Маккою с нашим гостем. Конечно, сэр. Еще несколько минут, и мы можем возвращаться. Используем массив излучателей, чтобы удалить остальное. Ты просто это обожаешь, да? Неважно, сколько мы готовимся, я не гожусь для таких заданий. Дайте мне искусственную гравитацию. Искусственная гравитация. Я доктор Маккена. Не возражаете, если я составлю компанию? Компания красивой женщины всегда желанна. Вы очаровательны, как она и говорила. Она? Лейтенант Паломас. Кэролин. Кэролин. Единственная смертная, отвергшая мою любовь. Она пошла на это лишь из чувства долга перед экипажем. Она говорила, что это было самым тяжелым из того, что ей довелось пережить. Так почему бы ей не сказать это мне самой? Она умерла. И Кэролин больше нет. После всего, что она пережила, она решила оставить корабль. Она погибла, помогая колонистам во время вспышки эпидемии. Такая самоотверженность при такой красоте. Она даже еще прекраснее, чем я о ней думал. Редкое сокровище Маккена. Элис. Мистер Сулу, я фиксирую увеличение температур корпуса рядом с вами. Уменьшите мощность фазера на 20% для компенсации. Но это нас замедлит. Верно, все так. Но лучше перебдеть, чем недобдеть, согласны? Симона, ты все слышал. Компенсируй. Я пытаюсь, но не выходит. Энтерпрайз, похоже, у нас тут проблема. Скажи, почему вы и другие боги не нашли другую планету с людьми, которые бы вам поклонялись? Наша любовь к людям была так сильна, что мы едва пережили то, что нас отвергли. Мы не могли пойти на такой риск снова. Нашим единственным выходом стали чертоги. Из нас всех никто не любил вас, людей, больше, чем я. Тогда ты должен понять сомнения капитана. Если бы я мог только открыть ему свое сердце и показать всем вам, что я желаю лишь спокойной жизни. Симоне! Энтерпрайз, быстрее! Энтерпрайз, быстрее заберите меня! Сулу, снимайте шлем. Ты там в порядке? Вдыхай медленно, Сулу. Уже лучше. Коти? Утечка энергии, капитан. Не было никакой неисправности. Это чудовище в лазарете. Уверен, его рук дело. Аполлон не в состоянии. Но помните, сэр, что он сделал с Кэролин, а теперь он убил Симоне? Все было в порядке, капитан. Симоне попытался скомпенсировать. Его фазер. Я пытался ему помочь. Но ничего не мог сделать. Все в порядке, Сулу. Все в порядке. Бонс? Он в порядке. Небольшой шок, но никаких травм.
Я в порядке, капитан, но Симоне, его тело, мы привезем его домой. А вам надо отдохнуть. Возвращайтесь на дежурство, когда будете готовы, хорошо? Бонс, Скотти, пойдемте со мной. Это он. Он виноват во всем. Нет оснований считать, что это было чем-то большим, чем несчастный случай. А я говорю вам, что это он как-то подстроил. Он хотел поставить нас всех на колени. Для Аполлона было бы нелогично убивать нас. Особенно учитывая, насколько сильно он нуждается в нашей помощи. Я согласен со Споком. Необходимо решить, что делать с Аполлоном. И я готов учесть мнение моих старших офицеров. Прямо сейчас Аполлон не способен ни на что. Может быть, он говорит правду. Доктор Маккой, вы это серьезно? Симоне был бы сейчас жив, если бы мы не взяли эту тварь на борт. Доктор Маккой определенно прав. Как и говорит Аполлон, его присутствие здесь, по-видимому, вопрос выживания. Теперь он последний из его расы. Я соболезную, джентльмены. Но мы не можем поставить на кон безопасность команды. Но никаких других фактов у нас пока нет, капитан. И он никому не проявлял никакой агрессии, Джим. Мы держим его запертым в лазарете. Капитан, если наша цель установить подлинные намерения Аполлона, то, возможно, стоит, как это говорится, немного припустить поводок. Что-то типа того. Я ушам своим не верю. Ну хватит, мистер Скотт! Да, сэр. Если позволите. Мне надо продолжить чинить то, что сломал наш гость. Джим, Скотти не так отходчив, как некоторые. Встреча с Аполлоном разбередила его старые раны. Он ему не доверяет. И я не виню его за это. Приставьте к Аполлону охрану. И позвольте ему немного погулять по кораблю. И Спок. Да, капитан? Пусть это будет короткий поводок. За прошедшие века многое на Земле изменилось, но некоторые вещи остались прежними. Но кое-что изменилось. За последний час я не досчитался члена экипажа. Может, вы объясните, как ваши чертоги убили одного из моих людей? Я не так уж много знаю об этом. Это не ответ. Послушайте, если вам нужна наша помощь, вам пора уже отвечать на вопросы. Чертоги существуют за счет энергии. Самосохранение — их единственная цель. Мы с Афиной были пленниками. И пока ваш корабль не подошел достаточно близко, мы даже не могли бы бежать. Возможно, теперь вы пересмотрите свое решение. Я должен руководствоваться директивой Федерации о невмешательстве. Позволить кому-то с вашей репутацией высадиться на планете и основать церковь? Ваши исторические записи показывают, как люди развивались как вид. И все же разговор о доброжелательности вашей Федерации, о сострадании, похоже, не больше, чем слова. Это все, что вы узнали из нашей истории? Я уверяю вас, мы примем решение, а пока, если вам стало лучше, вы можете прогуляться по кораблю, познакомиться с современным человечеством на примере его лучших представителей, моей команды. Сопровождение охраны, разумеется. Но разумеется. И мне приятно, что меня не забыли. Да, вас помнят, но не как божество. Моя любовь пролетит вселенной до края. Ведь знаю, что ждешь ты, об одном лишь мечтая, что звездной ночью на луне у Садана сойдемся мы вместе, лететь непрестанно.
Я подумала, что это очень важно для вас, поэтому сохранила ее. Мне будет приятно, если она останется у вас. Знаете, у вас ангельский голос. Спасибо. Почти такой же был у моей сестры Артемиды. Спасибо? Подождите, вы же греческий бог музыки? Я... был. Извините, я не хотела. Нет, все в порядке, дитя мое. Даже века спустя музыка отзывается в моей душе. Сражение, герои, отвага, любовь. Полюбить смертную, как встретить рассвет лучшего дня. Но так быстро остается лишь скорбь бесконечной ночи. По древним садам мы пройдемся вдвоем. Я златом усыплю тебя и серебром. Мы выпьем вина, что в легендах воспето. Попросим богов, чтобы день не закончился этот. Спасибо, вы очень добры. Я рад тому, что вам до сих пор нравится моя музыка, дети мои. Это было прекрасно. А знаете, как-то Марсий вызвал меня на музыкальное состязание. Кто такой Марсий? Марсий был сатиром, верившим в то, что может играть на своей флейте так же искусно, как я на лире. После того, как мы оба сыграли, поза объявили, что не могут отдать предпочтение. И тогда я повелел, чтобы мы оба пели и играли одновременно. Что было невозможно для Марсия. Инженерный вызывает капитана Кирка. Кирк слушает. Это Скотт, сэр. У меня все панели светятся индикаторами неисправностей. Похоже, часть этой едкой дряни просочилась в наши системы. Насколько все плохо? Пока не знаю. Я ищу способ облучить корабль единым электромагнитным импульсом, чтобы удалить все это за раз. Что ж... Делайте, что считаете нужным, Скотти, и держите меня в курсе. Конец связи. Войдите. Капитан, я подумала... Да, лейтенант? Я подумала, что сейчас подходящее время для нашего разговора. А вы довольно настойчивы. Да уж поверьте. Дайте мне одну минутку. Я полагаю, вы хотите доказать себе, что не случайно стали первым советником на борту корабля Федерации? Не так, как я думаю, вы доказывали себе, став капитаном в 33. Самый молодой капитан Звездного флота в истории. В 32. Почти угадали. Ошибочка вышла. Капитан, часть моей работы оценивать психологическое состояние и давать рекомендации для всех присутствующих на борту, включая инопланетян вроде Аполлона. И я полагаю, вам есть что сказать? Да, вы правы. Я верю ему. Я уверена, что он искренен в своих словах. Кем бы он когда-то не был раньше, то, что он пережил, изменило его. Но как именно изменило? Вот что я должен знать перед тем, чтобы даже задуматься об удовлетворении его просьбы. Если я ошибусь, нет нужды говорить о том, что он сможет сделать. Но разве нельзя это сказать о каждом из нас? В каждом из нас есть способность творить великие дела, а также совершать опасные и непредсказуемые поступки. И чем же так отличается Аполлон? Последний раз, когда я проверял, ни вы, ни я не требовали себе поклонения. И это я бы назвал большой разницей. Он смотрел, как его друзья погибали в этих чертогах. И вот он здесь. Один. Перед лицом смерти. Я уверена, что если бы мы позволили ему...
Кирк слушает. Это Спок, капитан. Я предлагаю вам прийти в 6-ю комнату отдыха как можно скорее. Почему? Что случилось? Я думаю, вы должны увидеть это сами. Уже иду. И когда Троил, молодой троянский принц, отверг похотливые домогательства Ахилла, он определил этим свою судьбу и судьбу города. Ахилл прибыл в Трою на 50 кораблях. Его гордыня уступала лишь его гневу. И в тот судьбоносный день, когда Парис поразил его стрелой, именно я направил ее в пяту Ахилла. Такова была расплата за кощунственное убийство моего сына Троила. И на каждом алтаре... Аполлон! На пару слов, пожалуйста. Снаружи. Что это вы там устроили? Это и есть олимпийская честь? Вы заверяли нас, что не ищете поклонения. Это довольно плохой способ доказать нам, что вы стоите нашей помощи. Это вы не стоите. Если вы ждете, что мы... Это именно то, что вы собирались сделать на ничего не подозревающей планете? Так вы никогда туда не попадете, умрете в одиночестве. Это вы хотите? Я хочу получить свое! Людскую любовь и поклонение! Люди вас никогда не любили. Они вас боялись. Ни один бог не должен жить за счет страха. Довольно! Вот тебе расплата за богохульство! Вы отправляетесь на гауптвахту, отведите его в лазарет. Скажите Маккою, чтобы зафиксировал его и дал ему успокоительных. Есть, сэр. Помогите доктору Маккене. Пойдемте со мной, Элис. А все остальные возвращайтесь на свои места. Похоже, Скотти был прав. Разве? Ну вы же были здесь, Спок, вы сами все видели? Да, сэр. Пока Аполлон не завладел вниманием всех в той комнате отдыха, я не был уверен в том, что он собирается это сделать. Так вы думаете, что он не контролирует это? Он так долго паразитировал на божественности, что уже не может остановиться? Согласно моему опыту, люди, в большинстве своем, не могут изменить свою суть, просто пожелав. Обычно для этого необходима трагедия или постороннее вмешательство. Ну, я не собираюсь оплачивать терапию Аполлона экипажем Энтерпрайза. Это я вам гарантирую. Похоже, старого бога новым трюком не обучишь. Полегче, Джим, он связан. Он сам позволил нам надеть ремни на запястье. Не знаю, что и сказать, капитан. Как насчет объяснений? Даже Бог может выйти из себя. Но вы уверяли, что вы больше не Бог. Я не Бог. Я дурак. Я верил, что одним лишь усилием воли смогу контролировать свои глубокие древние позывы. Но видно, что не могу. Теперь вы мне не поможете, да? То, что вы там устроили, лучше всего объясняет, почему я не могу. И не стоит. Мне жаль. Мне тоже.
Но я не вижу другого выхода. Подождите. Тот орган во мне. Тот, что позволял вам подпитываться от вашего храма? Да, да. Но он служит другим целям. Слушаю. Именно он дает нам силы от поклонения смертных. Силы, выходящие за рамки ваших пониманий. Я не смог контролировать его, как надеялся. Но так я не позволю ему контролировать меня. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Это цитата из одной из величайших земных книг. Вы хотите, чтобы я удалил орган? Да. Это возможно, Боунс? Ну, я не знаю, Джим, это... Удалить орган несложно, но учитывая его необходимость, я согласен на любой риск. Мои силы должны уйти навсегда. Я выживу. Или не как Бог, или никак. Надо превозмочь страх. Вам решать. Пожалуйста, доктор. Я в вас верю. Журнал капитана. Дополнение. Пока корабельный хирург Маккой проводит селективную операцию Аполлону по удалению того, что медперсонал называет божественным органом, мистер Скотт нашел решение другой нашей проблемы. Он и его инженеры собираются начать в течение часа. Лазарет вызывает капитана Кирка. Слушаю тебя, Боунс. Я закончил, Джим. Он очень слаб, и я не уверен, что он придет в себя. Но орган удален. Понятно. Мы будем ждать в зале для совещаний. Итак, джентльмены, выразим благодарность нашему доктору за отличную работу. Похоже, что теперь Аполлон не будет тянуть к созданию культа почитателей. Поэтому я хотел бы пересмотреть вопрос о его переселении. Но, как после любой операции, нам необходимо пронаблюдать его, но я практически уверен в том, что он теперь безвреден. Я считаю, что Аполлон продемонстрировал нам свою искренность и намерение решением удалить тот орган, от которого он зависел веками. Простите, что перебиваю, джентльмены, но мне кажется, что вы выдаете желаемое за действительное. У нас есть лишь заверение Аполлона, что удаление этой штуки что-то даст. И что же ты предлагаешь, Скотти? Ну, я не знаю. Я просто чувствую, что если отпустить его, будет катастрофа. Значит, мы не пришли к согласию. Боунс? Продолжайте наблюдать Аполлона. Сообщайте о любых изменениях. А как у вас обстоят дела? Мы готовы к импульсу, который вытряхнет эту трень из корабельных систем. Я буду наблюдать за работой мистера Скотта с мостика. Сколько вам нужно? И я готов начать хоть через 10 минут. Значит, 10 минут. Можете быть свободны. Предложить подвергнуть себя серьезной операции? Может быть, он и не врет, Боунс. Может. А может и нет. Одно мне ясно точно, Джим. Если мы быстро что-то не решим, то это будет уже не важно. Не почувствовав солнечного тепла, Аполлон умрет в лазарете. Вызываю мостик, мы готовы начинать. На ваше усмотрение, мистер Скотт. Это сработало, капитан. Импульс уничтожил 30% чужеродной субстанции. Молодец, Скотти. Хорошо пошло. Убирайся с моего корабля. Мостик, я фиксирую накопление электростатического заряда в наших системах. Лучше бы вам отойти от консоли, пока я пытаюсь компенсировать это. Ухура! Ухура? Сулу! Передай Маккой, что мы идем. Вы за старшего.
Бонс! Не уходите, лейтенант. Не уходите. Кортикальный стимулятор. Бонс. Джим, я... Нет, черт побери. Доктор, не отпустите меня. Бонс. Аполлон, я не знаю, чего вы надеетесь достичь, но ваше выздоровление потребует всех ваших оставшихся сил. Миота? Что случилось? Все в порядке. Предполагалось же, что удаление этого органа сделает его бессильным. Как ему это удалось? Я бы не смог сказать, даже если сам бы был родом с Олимпа, но сейчас у него больше сил, чем было до операции. Есть мысли, Спок? Возможно ли, что виду Аполлона может дать силы не одно лишь поклонение? Ну, Аполлон говорил, что этот орган дает ему силы за счет поклонения. Он сказал жизненные силы. К чему уклоните, Спок? Самопожертвование. А почему бы и нет? По всей галактике мы встречали виды, получающие энергию из самых разных источников. Ну, к чему же тогда это принуждение поклонению? Возможно, что боги решили, что раз поклонение людей дает им силы, то это единственное, что дает. Давайте узнаем. Как у него дела? У него хорошо. То, что вы сделали, это было нечто. Я и сам не очень понимаю. Но когда я увидел, как лейтенант Ухура лежит там, и скорбь на ваших лицах, я осознал, что Вселенная будет лучшим местом с ней. Так вы решили спасти ее ценой своей жизни? Но вы не только не умерли, мы считаем, что эти ваши новые силы происходят из вашего акта самопожертвования. Вы хотите сказать, все эти века, что вы требовали поклонения, принуждали к любви, наказывали непокорных, вы никогда и не думали, что есть другой способ? Лучший способ? Нет. Не думали? Маловероятно, что этот единичный акт самоотверженности вернет вам все те силы, которыми вы когда-то наслаждались. Так что больше никаких громов и молний. Но если вы продолжите так поступать, то по всей вероятности сможете продлять свою жизнь неограниченно долго. Вы даже не думали. Я жду старших офицеров в комнате для совещаний. И приглядывайте за ним. И вот что мы имеем, джентльмены. Я уверен, что Аполлон доказал, что он сможет мирно жить среди гуманоидов, как один из них. Наш текущий курс проходит мимо системы Эпсилон Василевса.
На второй планете есть популяция примитивных гуманоидов. Аполлон пожертвовал собой, чтобы спасти одного из нас. И теперь его судьба в наших руках. Кто за то, чтобы дать ему новый дом? Все это будет вам в новинку. К этому я и стремлюсь. Капитан Кирк, вы и ваш экипаж заслуживаете моей глубочайшей благодарности. Без вашей просвещенности все это было бы невозможным. Именно так и поступают смертные. Вам стоит знать, что население этой планеты простые люди. Их уровень развития соответствует Земле XIV века. Что значит, что у вас будет много возможностей воспользоваться вашим новым даром. И я буду стараться от всего сердца. Клянусь. Спасибо. Спасибо. Вот в помощь, Аполлон. Запускайте. Журнал капитана, звездная дата 6147.9. Мистер Скотт сообщил, что на всех 3 поврежденных энергостанциях начаты ремонтные работы. Они должны вернуться в строй в течение 3 недель. И от себя лично. Я рад тому, что лейтенант Ухура снова на дежурстве. Итак, доктор Леонард Маккой. Хирург от бога. Не подумаешь такого о старом сельском докторе. Вы, должно быть, очень гордитесь. А то ж, я, может, и статью напишу. Я считаю крайне маловероятным, чтобы Звездный флот допустил такую публикацию. По причине особой деликатности темы, разумеется. Но помимо этого, джентльмены, Аполлон познал то, на что нашим народам потребовались века. Правильнее всего поступать самоотверженно. Идет на пользу и дающему, и получающему. И если бы у меня была поклоняющаяся мне коленом преклоненная цивилизация, я не уверен бы, что горел желанием все изменить. Но одно совершенно ясно. Они любили человечество. Аполлон и сейчас любит. Что-то это договорит о нас, любимых людях. Что скажешь, Джим? О, только не дуйтесь, мистер Спок. Я уверен, они полюбили бы и вулканцев так же сильно, если бы приземлились там. Кто бы не полюбил? Я, например. Капитан, я буду на своем посту. Заберите нас отсюда, мистер Сулу. Идем дальше. Варп 2. Есть, сэр. Год спустя. О, спасибо вам, спасибо. Вы представить себе не можете. Вы оказали моей семье огромную услугу. Спасибо вам, спасибо.